Здравствуйте, друзья! Якутские котлы – это древние ядерные реакторы. Очень часто бывает так, что мы стремимся за тайнами за 3-9 земель, куда-нибудь на остров Пасхи или в крайнем случае к великим египетским пирамидам или в Стоунхендж. На самом деле наша планета буквально напичкана тайнами, и ехать за ними на край света совершенно нет нужды. В 1980 году радиостанция «Немецкая волна» сообщила о необычном факте, имевшем место в СССР во время испытаний первых атомных бомб на полигоне в северо-западной Якутии. Тогда, это был 1953 год, все сейсмические станции мира зарегистрировали взрыв мощностью около 30 мегатонн. Между тем, мощность советских атомных бомб в те годы не превышала 10-15 килотонн. На Западе долгое время предполагали, что в 1953 году СССР взорвал какую-то супербомбу новейшей конструкции. И только через 35 лет выяснилось, что никакой супербомбы у СССР в то время не было. Водородная бомба подобной мощности была создана гораздо позже. Причина же колоссального взрыва, прогремевшего над якутской тайгой, осталась загадкой даже для советских специалистов, проводивших ядерные испытания. Самое поразительное, что это был не первый столь мощный взрыв на территории Якутии. В 20-30-е годы, когда ни о какой атомной бомбе и речи быть не могло, в глухих малолюдных местах в верховьях Вилюя прогремело по меньшей мере 3 грандиозных взрыва. Недавно в Якутском республиканском архиве была найдена газета 1925 года с заметкой о взрыве, прогремевшем в том году в районе реки Альгуйдах. Вспышку и гигантский столб пыли видели в окрестных поселках. В заметке высказывалось предположение, что причиной взрыва было падение крупного метеорита наподобие Тунгусского. В 90-е годы сообщения о грандиозных взрывах, гремевших в Якутии до Великой Отечественной войны, записали побывавшие на Вилюе уфологи. Нам довелось познакомиться со старым охотником Ивенком, который слышал о взрывах от своего отца, писала исследовательница из Якутска Анчурина. Тот был очевидцем 2 взрывов, происшедших примерно с интервалом в 10-12 лет. Он рассказывал, будто сначала из-под земли вырывается до самого неба огненный столб вместе с облаками пыли. Затем пыль сгущается в пыльную тучу, сквозь которую виден яркий огненный шар. Это сопровождается ужасным гулом и пронзительным свистом. Потом, после нескольких громов подряд, следует ослепительная вспышка, испепеляющая все вокруг, и раздается оглушительный взрыв. Кругом валятся деревья, рушатся и трескаются скалы. Наступает темнота, которая несет такой холод, что даже гаснут пожары. Обугленные ветки покрываются инеем. Народная молва упорно связывает загадочные взрывы с не менее загадочными объектами – котлами, которые попадаются чуть ли не на всем Вилюйском плато. Вот свидетельство охотника, блуждавшего в засушливый период по тайге. Попытавшись добыть лед из булгуняха, мерзлоты, сверху обычно прикрытой землей, он под тонким слоем почвы обнаружил не лед, а красноватую металлическую поверхность очень большого, уходящего в мерзлоту купола. Охотник испугался и побыстрее покинул это место. В 1936 году геолог Корецкий, оставивший подробные записки о своих походах, в районе реки Альгуйдах обнаружил полусферу красноватого цвета, больше чем наполовину вросшую в землю. Полусфера состояла из какого-то необычайно прочного материала, который оказалось невозможно не то что пробить, но даже поцарапать. В 1979 году ее попыталась отыскать экспедиция из Якутска. Но проводник, старый охотник, в молодости сопровождавший Корецкого и неоднократно видевший котел, не смог вспомнить к нему дорогу, поскольку, по его словам, местность сильно изменилась. О Вилюйской долине смерти писал еще в позапрошлом веке известный исследователь Вилюя Ричард Мак, совершивший ряд экспедиций в Вилюйский округ, побывавший в этих краях в 1854 году. Он отметил следующее. В Сунтаре мне рассказывали, что около вершины Вилюя есть речка, называемая Алгый-Тимиринть. Большой котел утонул, впадающая в Вилюй. Недалеко от ее берега в лесу находится в земле огромный котел, сделанный из меди. Из земли высовывается один только край его, так что собственная величина котла неизвестна, хотя рассказывают, что в нем находятся целые деревья.
Также в архиве Национальной библиотеки Республики Якутия сохранилось письмо некоего Корецкого из Владивостока. В этом письме он рассказывает следующее. Первый раз в 1933 году, когда мне еще было 10 лет, вместе с отцом ездил на заработки. Потом, в 1939 году уже без отца. И последний раз в 1949 году в составе группы молодых ребят. Долина смерти, якутские котлы, тянется вдоль правого притока реки Вилюй. По сути, это целая цепочка долин вдоль его поймы. Все 3 раза я был там с проводником-якутом. Шли мы туда не от хорошей жизни, а от того, что там, в этой глуши, можно было мыть золото, не ожидая в конце сезона ограбления и пули в затылок. Что касается таинственных объектов, их там, наверное, много, потому что за 3 сезона я видел 7 таких якутских котлов. Все они представляются мне совершенно загадочными. Во-первых, размер от 6 до 9 метров в диаметре, во-вторых, изготовлены из непонятного металла. Дело в том, что котлы не берет даже отточенное зубило. Пробовали и не раз. Металл не отламывается и не куется. Даже на стали молоток обязательно оставил бы заметные вмятины. А этот металл сверху покрыт еще слоем неизвестного материала, похожего на наждак. Но это не оксидная пленка и не накипь, ее тоже не сколоть, не поцарапать. Уходящих вглубь земли колодцев с комнатами, о которых говорится в местных легендах, мы не встречали. Но я отметил, что растительность вокруг якутских котлов аномальная, совсем не похожа на ту, что растет вокруг. Она более пышная, крупнолистые лопухи, очень длинные лозы, странная трава, выше человеческого роста в 1,5–2 раза. В одном из якутских котлов мы ночевали всей группой, 6 человек. Ничего плохого не ощущали, ушли спокойно, без каких-либо неприятных происшествий. Никто после серьезно не болел, разве что у одного из моих знакомых через 3 месяца полностью выпали все волосы, а у меня на левой стороне головы, я на ней спал, появились 3 маленьких болячки размером со спичечную головку каждая. Лечила их всю жизнь, но они до сегодняшнего дня так и не прошли. Все наши попытки отломить хоть кусочек от странных котлов не увенчались успехом. Единственное, что мне удалось унести – камень. Но не простой, половинка идеального шара диаметром 6 сантиметров. Он был черного цвета, не имел никаких видимых следов обработки, но был очень гладкий, словно отполированный. Я поднял его с земли внутри одного из этих якутских котлов. Этот сувенир я привез с собой в село Самарку Чугуевского района Приморского края, где жили мои родители в 1933 году. Он лежал без дела, пока бабушка не решила отстроить дом. Понадобилось вставлять стекла в окна, а стеклореза не было во всем селе. Я попробовал царапать ребром гранью половинки этого каменного шара. Оказалось, что он режет с удивительной красотой и легкостью. После этого моей находкой много раз пользовались как алмазом все родственники и знакомые. В 1937 году я передал камень дедушке, а его осенью арестовали и увезли в Магадан, где он прожил без суда до 1968 года и умер. Теперь никто не знает, куда подевался тот камень. Сам Корецкий все же считал, что это сделал человек. Котлы хоть и прочные, но не беспредельно. В своем письме Михаил Петрович подчеркивает, в 1933 году якут-проводник говорил ему, что 5–10 лет тому назад он обнаружил несколько котлов-шаров. Они были абсолютно круглые, которые высоко, выше человека, выступали из земли. А позже охотник уже видел их расколотыми и разбросанными. Корецкий также отметил, побывав у одного котла дважды, что тот за несколько прошедших лет заметно погрузился в землю, очевидно от веса. Выходит, эти объекты появились в Долине Смерти не так давно, но тогда каким образом еще в 1854 году о них писал Маак. А 79 лет, мне кажется, это не тот возраст для изделия, из чего бы оно не было сделано, чтобы назвать его новеньким, особенно если оно теряет первозданный вид всего за 5–10 лет. Исследователь древних культур Якутии Архипов тоже писал о странных объектах. Среди населения бассейна реки Вилюй издревле бытует предание о наличии в верховьях этой реки громадных бронзовых котлов Алгуев или якутских котлов. Предание это заслуживает внимания, так как к этим предполагаемым районам местонахождения мифических котлов приурочено несколько речек с якутскими названиями Алгуйдах, что означает «котельная». В 1971 году были документально засвидетельствованы современными исследователями из города Мирный, Гутеневым, Михайловским
показания старого охотника Ивенка, который, побывав в долине смерти, рассказывал им, что в районе междуречия Нюргур-Боатур, славный богатырь, и Атарадак, шибко большая трехгранная железная острога, находится металлическая нора, в которой лежат промерзшие насквозь, шибко худые, черные одноглазые люди в железных одеждах. Те же самые исследователи Михайловский и Гутенев попытались воссоздать по легендам и всем доступным данным, в том числе по главному якутскому эпосу Аланхо, то, что происходило в далеком прошлом на территории зловещей долины смерти и опасности якутских котлов. В те далекие времена, когда все началось, эту местность населяли немногочисленные кочевые тунгусы. Однажды их отдаленные соседи увидели, как ее внезапно окутала непроницаемая мгла, и окрестности потряс оглушительный рев. Поднялся небывалой силы ураган, землю сотрясали мощные удары. Молнии рассекали небо во всех направлениях. Когда все стихло и мгла развеялась, перед их потрясенными взглядами открылась невиданная картина. Посреди выжженной земли сияло на солнце высокое вертикальное сооружение, видимое с расстояния многих дней пути. На протяжении длительного времени сооружение испускало неприятные, режущие слух звуки и постепенно уменьшалось в высоте, пока вовсе не исчезло, возможно, под землей. Кто из любопытства пытался проникнуть на эту территорию, назад не возвращался. Со временем удобренная пеплом и золой почва восстановила растительный покров. Сплошная молодая поросль привлекала к себе зверя, а за животными потянулись и кочевые охотники с соседних земель. Как оказалось, их там ожидало и прекрасное с виду жилье, высокий куполообразный железный дом и якутский котел, покоящийся на многочисленных боковых опорах. Но войти в него не удалось, он был высок и гладок, не имея ни окон, ни дверей. В некоторых местах из-под земли выглядывали и другие металлические конструкции. На месте сияющего высотного сооружения зияло огромное вертикальное жерло. По причудливым описаниям легенд, оно состояло из 3 ярусов хохочущих бездн. В его недрах находилась якобы целая подземная страна со своим, но ущербным солнцем. Из жерла поднимался удушливый смрад, и поэтому близ него не селились. Со стороны было видно, как над жерлом появлялся иногда вращающийся остров, оказавшийся затем его захлопывающейся крышкой. Прошли века. Некоторые конструкции погрузились в вечную мерзлоту. Почти ушел в нее и железный дом. Стало возможным залезть на его купол, где оказался уходящий вниз винтообразный спуск. По нему можно было попасть в кольцевую галерею из множества металлических комнат, где даже в самые сильные морозы было тепло, как летом. Но стоило провести там хотя бы несколько дней подряд, и человек начинал сильно болеть, а вскоре умирал. Со временем дом окончательно погрузился в мерзлоту, а на поверхности осталась только арочка входа. Крышка жерла заросла мхами и выглядела как обычный булгунях, бугор над линзой льда, которых на вечной мерзлоте было великое множество. Так выглядит сегодня большинство якутских котлов. Ничто не предвещало никаких событий, но однажды произошло небольшое землетрясение, и небо пронзил тонкий огненный смерч. На его вершине возник ослепительный огненный шар. Этот шар, сопровождаемый 4 громами подряд, оставляя за собой огненный след, по пологой траектории устремился к земле и, скрывшись за горизонтом, взорвался. Кочевники были обеспокоены, но не бросили обжитых мест. Благо этот демон, не принеся им вреда, взорвался над соседним воинственным племенем. Через несколько десятилетий история повторилась. Огненный болид улетел в том же направлении и снова уничтожил только соседей. Видя, что этот демон как бы является их защитником, о нем стали слагать легенды, прозвав Нюргур-Боатур – огненный удалец. Но через некоторое время случилось такое, что повергло в ужас даже самые отдаленные окраины. Из жерла с оглушительным ревом и грохотом вырвался гигантский огненный болид и взорвался прямо здесь. Произошло сильнейшее землетрясение. Некоторые сопки рассекли трещины глубиной более 100 метров. После взрыва долго еще плескалось огнереющее море, над которым парил дисковидный вращающийся остров. Последствия взрыва распространились в радиусе более 1000 километров. Уцелевшие по окраинам кочевые племена разбежались в разные стороны, подальше от гибельного места, но от смерти их это не спасло. Все они вымерли от какой-то странной, передающейся только по наследству болезни.
Зато они оставили после себя подробные сведения о случившемся, на основе которых сказители Алан Хоуты стали слагать красивые и необычайно трагичные легенды. И действительно, сохранилось немало легенд о том, что в Долине Смерти находятся странные сооружения. Здесь же проходил древний Венкийский кочевой путь от Бодайбо до Аннебара и далее, до побережья Ледовитого океана. Вплоть до 1936 года на нем торговал бывший купец, некто Савинов. Между тем жители постепенно покидали эти места. Наконец, старик Савинов и его внучка Зина тоже решили переехать в Сюльдюкар. Где-то в районе междуречья Хелдьюз Железного дома дед привел ее к небольшой, слегка приплюснутой красноватой арке, где за винтообразным проходом оказалось много металлических комнат. Там они и заночевали. Как уверял дед, даже в самые сильные морозы в них тепло, словно летом. Что с ним стало потом неизвестно, но, видимо, ничего страшного, раз история об этом умалчивает. Однако о металлических комнатах припоминали и другие старожилы еще в послевоенные годы. Пользоваться подобным благом решались только самые отчаянные смельчаки, поскольку несколько ночевок в комнатах неминуемо приводили к сильной болезни и скорой смерти. Один из объектов, судя по всему, был похоронен при возведении плотины на реке Вилюй, немного ниже порога Эрбие. По рассказу строителя Вилюйской ГЭС, когда соорудили отводной канал и осушили основное русло, в нем обнаружилась выпуклая металлическая плешина. Вызвали начальство, но тогда было не до исследований, гнали план. Наскоро осмотрев находку и придя к выводу, что это ерунда, начальство отдало приказ продолжать работу. Также уфологам довелось познакомиться со старым охотником Эвенком, предки которого кочевали по этим местам не 100 лет. Кое-что он слышал и о взрывах. Будто сначала из-под земли вырывается до самого неба огненный столб вместе с облаками пыли, затем пыль сгущается в плотную тучу, сквозь которую виден только ослепительный огненный шар. По этому поводу существуют две якутские легенды. По одной из них этот огонь извергается демоном Уот Усуму Тонгду-Урай, преступный пришелец, продырявивший землю, укрывшийся в дыре и уничтожающий все вокруг, и напоминаемые по своей разрушительной силе действия ядерных ракет. Из второй, взятой с якутского эпоса Аланхо, именно в этом месте один раз в 100 лет происходит битва демонов Нижнего мира с небесными богатырями, напоминающая картину атомных взрывов. Правда, первую легенду можно приравнять к тому же эпосу Аланхо. Важно одно, что огненные вспышки напоминают по разрушительной силе ядерные взрывы. Действительно, в 50-е годы территория служила полигоном для ядерных испытаний. И один из взрывов неожиданно превзошел расчетные параметры в 2-3 тысячи раз, но об этом чуть ниже. Тайны якутских котлов так и остаются неразгаданы. Случай с геологом в 2000 году. Есть еще один странный случай встречи с необъяснимым. В октябре 2000 года сторожил города Мирного, геолог с 50-летним стажем, опытный охотник Василий Куприянович Трофимов стал свидетелем странного явления, напугавшего его до полусмерти. Заночевав на зимовье в 80 километрах от Алгуйдаха в сторону Маркоки, он проснулся от того, что из избушки внезапно сбежала его лайка. Вышел наружу и увидел в темноте, как что-то или кто-то перемещается по верхушкам деревьев. Сами деревья не прогибались, но с них полностью скашивался иней. Шагающего таким образом объекта не было видно, но он, приблизившись к зимовью, перекрыл небо так, что исчезли звезды. Утром Василий Куприянович обнаружил чистую от снега полосу по всему лесу, покуда хватало глаз. В целом, говорят, в долине жутко, вокруг топи, деревья мертвые стоят. Тем более звери его не любят, пусто там. Лосей нет, птицы не летают. А кто лучше животных чувствует опасность? Много людей там погибло. Тела сбрасывали в озера, оттого по Елю и Черчехех бродят их непрекаянные души. И если вы все-таки решитесь лететь в Якутию на собственное исследование, вот вам совет бывалых. Хотите вернуться назад живыми и здоровыми, ничего не трогайте, рыбу не ловите, грибы-ягоды не собирайте и ничего не забирайте оттуда. Историки и археологи давно мечтают разгадать загадку вилюйских котлов. Из года в год предпринимались попытки отыскать их в Долине Смерти, но все они были безуспешны. Никто из исследователей так и не смог приблизиться к разгадке таинственных котлов. Заболевания, связанные с аномальной зоной. Все началось с того, что легенда о Долине Смерти необычайно заинтересовала 3 студентов из Якутска,
и они решили съездить во время летних каникул на речку Вилюй. Оказавшись в первом же небольшом поселке на побережье Вилюя, они, представившись собирателями фольклора, принялись расспрашивать местных жителей об огнедышащем обитателе земных недр и, конечно же, о загадочном котле. Старожилы охотно рассказывали студентам обо всех странностях, но они предупреждали, что все это весьма опасно. Ребята с интересом выслушивали все эти рассказы, и их желание разыскать аномальную зону становилось все сильнее. Поэтому студенты, недолго думая, отправились в поход окончательным пунктом, которого должна была стать таинственная долина смерти. Они отсутствовали около месяца, а когда вернулись в Якутск, рассказывали такое, что многие решили – парни просто свихнулись. По словам ребят, долина смерти тянется вдоль правого притока реки Вилюй. В первый же день пребывания там они почувствовали легкое недомогание, кружилась голова, одолевала слабость. Решив, что так проявляется усталость, вызванная многочасовым переходом, студенты раскинули палатку и отправились к реке за водой. И вдруг прямо перед собой все трое увидели торчащее из земли загадочное сооружение. Действительно напоминающее металлический котел. Размер котла составлял около 10 метров в диаметре. Подойдя ближе, ребята обнаружили, что необычное сооружение изготовлено из металла. Что это был за металл, ребята не знали. Они пробовали его на прочность острой отверткой, топором, молотком, но на матовой, словно покрытой мелкой серебристой крошкой поверхности не оставалось ни царапины, ни вмятины. Подземного строения с множеством помещений, о котором говорили старые якуты, ребята не нашли. Однако они отметили, что вокруг так называемых котлов растут нехарактерные для тех краев огромные лопухи и странная трава. От котла, обнаруженного туристами, исходило манящее тепло. Ребята решили переночевать здесь, поставив палатку рядом со странным сооружением. На протяжении всего времени пребывания в аномальной зоне настырные студенты пытались отколоть от края котла хотя бы кусочек, чтобы, вернувшись в Якутск, выяснить его состав. Но все их попытки не увенчались успехом, металл оказался на редкость твердым. Лето закончилось, студенты приступили к занятиям в институте. Они часто вспоминали свой поход в долину смерти, планировали на следующие каникулы вновь отправиться туда и попытаться выяснить природу возникновения загадочных котлов и их влияние на окружающую среду. Однако вскоре один из ребят почувствовал, что у него начала катастрофически редеть шевелюра. Буквально в течение 2 недель голова его стала совершенно безволосой. У другого же вся правая половина лица покрылась множеством бородавок, вывести которые ему не удается. Ребята связывают эти неприятности с тем, что они несколько ночей спали рядом с котлом. И вот в начале 2008 года интернет-издания засветились заголовками. Новая экспедиция назначена на лето 2008 года. Возглавить якутский проект решился автор телепрограммы «Дневник путешественника» Евгений Трошин. В экспедиции должны были принять участие сотрудники нескольких институтов Российской академии наук, археологи, геологи, магнитометрист, врач. Всего в Якутию предполагалось отправить 20 человек. Члены экспедиции планировали обнаружить аномальные котлы с небольшой высоты, облетев район реки на легком вертолете. Если археологическая версия происхождения котлов в ходе экспедиции не будет подтверждена, на основании заключения экспертов можно сделать предположение о неизвестном виде геологических неоднородностей, родственных к кимберлитовым трубкам. В любом случае, организаторы экспедиции в якутскую глухомань надеялись получить сенсационные научные материалы. Евгений Трошин, лидер группы энтузиастов, надеялся на участие в группе многих ученых, но жизнь всегда вносит свои коррективы, и в конечном итоге навстречу тайне отправились только 2 исследователей. Это были пилот Сергей Ананов, который, прилетев через Якутск в Мирный, совершил мировой рекорд по дальности перелетов на малогабаритных летательных аппаратах, и сам Евгений Трошин. На двухместном вертолете Сергея «Робинзон-22» они облетели большой, прилегающий к долине смерти регион. Вместо ожидаемых сенсаций она добавила еще больше тумана. Во-первых, не было найдено археологических объектов неизвестной культуры. Во-вторых, не дало серьезных результатов изучения GPS-координат, оставленных Иваном Мацкерли. В этих точках зафиксированы круглые озера, а подобных водоемов в данной местности тысячи. В-третьих, сложного оборудования, с помощью которого можно было бы проверить содержимое озер, у исследователей не оказалось.
Но зато в районе, стоящем от Алгуйдаха в 200 километров на северо-запад, исследователи обнаружили круглые ровные щебенчатые холмики прямо посреди тайги. По внешнему виду они заметно напоминают загадочный Потомский кратер. Тоже крайне интересное место, но высотой около 15 метров. Высота Потомского кратера для сравнения около 70 метров. Щебень, из которого состоят холмы, явно кажется выброшенным с большой глубины. Есть версия о том, что Тунгусский метеорит был выбросом плазмоидного вещества из недр разлома земной коры. Место выброса стало Потомским кратером. Существует предположение, что эти холмики выброшенного щебня могут быть местами, откуда вылетали подобные плазмоиды меньшего размера. Один из них был назван Чулымским болидом. Экспедиторы взяли образцы породы для изучения учеными. Якутские котлы пока не найдены. По версии исследователя, если плазмоиды вылетали оттуда и раньше, из наблюдений за выбросами огненных шаров вполне мог родиться якутский миф об огненном богатыре Нюргун-Боотуре, вылетающем из недр земли после очередной схватки с Абасы. Однако самые любопытные сведения получены в ходе общения с очевидцами странных событий, происходящих на территории Мирнинского района. Как рассказал руководитель экспедиции к таинственному чуду России Евгений Трошин, многие легенды, бытующие среди местного населения, дошли из третьих уст, но рассказ одного жителя, подкрепленный фотографиями, вызвал интерес. Во время речного сплава по Алгуйдаху кузнец горно-обогатительного комбината Александр Павлов и его 14-летний сын в 3 часа ночи с 6 на 7 июня наблюдали странное явление. На одном из берегов реки раскинулся многокилометровый полупрозрачный купол, с виду напоминающий перевернутый котел. Вокруг него перемещались светящиеся шары, время от времени вспыхивающие и потухающие. Расположившись на противоположном от купола берегу в 50 метрах от объекта, айхальцы зафиксировали происходящее на цифровой фотоаппарат. После серии невесть откуда взявшихся ответных ослепляющих вспышек туристы вынуждены были спешно ретироваться, сплавившись вниз по течению. Изучив снимки Александра Павлова, московские исследователи склоняются к мысли, что это могло быть пока неизвестное науке природное явление. По свидетельству геологов, именно в этой местности они наталкивались на холмы из железных руд, обладающих сильными магнитными свойствами. Вполне возможно, что в определенных условиях скопления таких горных пород притягивают частицы воды и шаровые молнии. Тщательное изучение этого места, впрочем, каких-либо вещественных доказательств описанных событий не выявило. Несмотря на то, что полномасштабная экспедиция не получилась по финансовым причинам, цель Евгений считает достигнутой. Мы знаем, что в вашей долине смерти что-то есть. Вот такие загадочные котлы находятся в Якутии. А что вы думаете про эту вилюйскую аномалию? Хотелось бы узнать ваше мнение. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.